Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Не удивляйтесь, то, что я такой побитый, то, что мало хула, это неважно, не имеет совершенно ничего к теме разговора. У меня сгорела жопа, срака, пердак, стул, как угодно. Смысл в том, то, что я планировал записать одно определенное видео касательно торгоидов. И на протяжении 3 часов, внимание, 3 часов, не считая подготовительные моменты и перевозку сюда всего, что мне нужно, со всеми модулями и так далее, я 3 часа искал таргов. И не мог их найти в Одиссее вообще никак. По 5 сигналам пытался найти циклопов. Никак. Вообще. Либо пусто, либо скауты. Я уже думал то, что если взять крыло, может быть, что-то изменится. Изменилось. Я был в крыле, но ничего не было точно так же. Я подумал то, что давайте-ка я сделаю релок в соло. Не изменилось. Давайте-ка я сделаю релок в частную. Не изменилось. Вернулся в open. Ничего, думаю, ну ладно, я неправильно ищу, наверное, и катался вокруг системы Майя. То есть вот в этом вот Астеропа, вот это вот 79-е, здесь, короче, дал кругаля такого нормального, причем сканируя все при этом. И летая на сигналы. Вообще ничего. Я зашел в Одиссею, и в горизонт из Одиссеи. Первый же сигнал. Первый же. И есть циклоп. Я даже не надеялся, то, что он там будет, и я вышел на балкончик, корабль остановился, но задел тарга, и я греб. Давайте сейчас я все это продемонстрирую, докажу то, что я прав. А фронтиры с их обещанием починить сердца торгоидов сломали сигналы инопланетные. Ну что ж, друзья, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, АСМЯ контент. Поехали. Сейчас будет серия нарезок. Сначала в Одиссее, вы это поймете по процентам, которые будут показаны у счета. Буду в одной системе, в 2, в 3 показывать 5-е сигналы на прилете и показывать вам то, что там нет торгоидов. А потом в той же системе, в которой мы закончим это дело, я просто зайду в Одиссею, и там будет торгоид. И это, ребята, что-то с чем-то. Что с этим будут делать фронтиры, я не знаю. Ребята, которые фармят циклопов, у вас проблемы. Маюта и Неон фармили то ли Медузу, то ли Василиска, я не помню. У них вроде проблем не было. Но это не точно. Пусто. Летим на следующий. Пусто. А сканировать начал у меня, если что, торгоидский сенсор. Пусто. Для людей, которые будут говорить, что я показываю одни и те же сигналы, во-первых, расположение кораблей разное, и я показываю, что находится здесь рядом. Летим в другую систему. Я думаю, по 3 сигнала в системе будет достаточно. Другая система, прошу заметить. И снова никого. В общем, тот, кто потом был со мной в крыле, фармил с другим парнем, естественно, в горизонтах. Нет, ребят, это не торгует. Я вас расстрою. Не, это вроде Type 9. Да. Вот система. Летим дальше. Торгоиды, где же вы спрятались, а? У фронтиров в офисе? Напоминаю, это тоже 5-й сигнал, но в этой же системе. Кошмар, да и только. Давайте еще парочку покажу и будем закругляться. Просто это показываю, чтобы потом мне не говорили то, что я беру там инфу с неба, из головы и так далее, ребята. Вот вам доказательство. Если у вас работает, я вас поздравляю. Другая система. Ну, как я и говорил. Скаут, конечно, есть, да. Но это все не то. Абсолютно все не то.
Та же самая система, другой сигнал. Нет, это не торгует большой. Это торгует перехватчик тоже. Да. Та же самая система, пятый сигнал. Можете ориентироваться, если мне не верите, по вот этому таблоиду, где показаны различные тела. Так, ну и... Нету, представляете? Ладно, хватит всю эту тему мусолить, я считаю. Давайте-ка в этой же системе запомните ее название. Сейчас я просто выйду и зайду в горизонт. И причем на первый попавшийся же пятый сигнал. Вот, пожалуйста, та же система у нас. Сигнал. Летим смотреть. А сейчас давайте немножко обсудим. Вы считаете это нормальным? Ну, как бы... Я даже читал патч 7 и делал по этому поводу видео, даже на 2 части разделил, потому что в одном это было бы слишком долго. Ни одного слова касательно торгоидов там не было, за исключением того, что они пофиксят нам неубиваемое сердце. Там может быть случиться так, то что сердце будет просто неуничтожаемое, и этот баг вы не сможете уничтожить торгоида и так далее. Про то, что торгоиды пропали, именно перехватчики, не путать с разведчиками. Ни слова вообще. И я что-то даже от своих этого не слышал. Видимо, потому что все у нас играют в горизонтах, а не в Одиссее. В плане фарма. Потому что иначе это просто какой-то кромешный капец. Это даже не нытье. Это просто непонимание. Как это можно было сломать? Что нужно было потрогать, чтобы так произошло? Фронтир, возьмите меня на работу. Я буду тестером. Посадите меня и еще там 9-10 таких же людей, которые будут работать за еду и воду. За неделю все просто прошерстим. А не нужно делать альфа-тест, платные ПТ-тестеры какие-то просто. А потом говорить то, что релиз и все так сломано. И с каждым обновлением что-то ломать и добавлять. Я просто не понимаю. Что сейчас будет с 7-м обновлением, когда добавят наземные зоны конфликта, точнее, когда их переделать, я вообще представить боюсь. Выходим. Да ты что, нашелся? Нашелся маленький. Вот он. Потрясающе. Ну, давайте убедимся, что это торгует. Вдруг это кто-то другой. Ну, чтобы нам написало, кто это. Ну, это циклоп. Но на всякий случай давайте проверим. Может, они куда другого запихали? Нет, циклоп. И вот объясните мне, это нормально или нет? Ладно, фиг с ним, окей. Допустим, с FPS есть явные проблемы. Просто у некоторых людей видеокарты довольно древние, потому что майнинг, перекупы, кремния мало на планете, или точнее его добывают мало, потому что его можно синтезировать, искусственно вырастить. А вот здесь вот что? Мне всегда было интересно, какой штат у фронтиров в плане работников? Если вам не хватает денег, возьмите и увольте людей, которые делают платные шкурки на костюмы, на пушки. Потому что это выходит с доброй периодичностью, и стоимость у них чуть ли, ну, реально дороже, чем шкурка на корабль. Вы видели, сколько стоят шкурки на винтовки, на пистолеты? При этом это просто обычный окрас, а то, что касательно костюмов, там отдельные дизайнерские решения, браво. На этом мы можем потратить деньги, а на вот это вот все нет. Нет, я безумно люблю фронтиров. Они подарили нам великолепную игру, великолепную вселенную и так далее, но... Ребят, вы куда-то свернули не туда. Гнаться за Star Citizen? Ребят, вы ее перегнали, когда вышли в релиз, когда у вас была полноразмерная галактика. Сколько вы делали Одиссею? Вот реально, ребят, вот пацаны, сколько они делали Одиссею? 2 года, вроде как. Я не понимаю. Это не то чтобы хейт, это просто крик души, что ли, я не знаю, как сказать. При этом, помните такую новость, то, что Брабан говорил, то, что на его лицо 80 и все нормально работает? Люди с 3080, с 3070, с 3060 жалуются. Блин, у меня в Дискорде 2000 человек, блин. Смысл людям врать? Это я сейчас про подписчиков, которые мне это говорят. Смысл им врать то, что у них проблемы. Я расстроен. Я правда расстроен. А еще почему-то никто из русского комьюнити это не заметил и не снял об этом видео, не протестировал и так далее. Должна была быть великолепная серия познавательных видео касательно торгоидов. Я перевез сюда весь флотоносец, заинженерил каттер, заинженерил корвет, заинженерил анаконду, крайт, фас, чифтейн, и все это сделал исключительно под таргов, включая даже вооружение.
Я надеялся провести здесь, ну, минимум неделю. А теперь что вы мне прикажете делать? Снимать это в горизонтах? В горизонтах это может потерять свою актуальность из-за того, что Одиссея, там типа другие механики там скажут, тут немножечко по-другому, там немножечко по-эдакому. Поэтому выйдет такой гневный видос. Я не стал бы его выпускать, просто, знаете, ребят, я помимо элитки снимаю и другие игры. Я не могу выложить два видео по анимешной игре, не выложив элитку. А вот эту историю, про то, как торгоиды исчезли, я оставить просто так не могу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.